ребята! Ну что ж, сегодня я на видео не одна, как вы заметили, а с очень красивой, симпатичной девушкой. И костюм такого цвета, я прям не могу налюбоваться на твою улыбку и как ты смотришься вообще в кадре. Познакомьтесь, пожалуйста, ребята, это Юленька, моя очень давняя знакомая. И сегодня мы хотим просто пообщаться, рассказать вам немножко о питании, о тренировках. Юля расскажет вам о своем питании, как она питается, да, на данный момент. Может быть, новые какие-то виды тренировок мы с вами рассмотрим. И также мы, наверное, обсудим немножко спортивное питание. В общем, будут ответы на ваши вопросы, и вообще просто разговор вместе с Юлией Богдановой. Так что давай начнем. Да. Всем привет! Я сегодня пригласила свою любимую подружку Танечку в спортклуб, и в спортклубе я встала просто перед огромным выбором, какими же тренировками мне заняться. Знаю, что Таня огромный профессионал в этом смысле, и вот хочу у тебя узнать совет, как ты рекомендуешь правильно выстраивать план тренировок. То есть здесь очень большое количество силовых тренировок, функциональных, растяжек. Как это все совмещать, как правильно для себя оптимально выбрать программу? Вот какие твои рекомендации? Ну, на самом деле ты задаешь типичный вопрос любого начинающего, когда человек просто хочет заняться спортом, он приходит в первый попавшийся клуб, да, допустим, вот сегодня мы в World-классе Жуковка, да, и обязательно вам предложат целый огромнейший список: силовые тренировки, возможно, функциональные тренировки, тренировки в тренажерном зале, то есть с железом, да, пилатес, еще, в общем, на сегодняшний день очень много разного выбора существует, и дело не в том, что какую вы выберете для себя в первый раз, а попробовать по чуть-чуть. Я думаю, что в любом клубе есть такой вариант, как попробовать одну тренировку из этого типа, другую тренировку с другого типа, вида тренировок, да, и таким образом вы хотя бы поймете, что именно вам подходит. Потому что я, к примеру, очень энергичный человек. Мне нужно что-то такое, что будет поддерживать эту энергию во мне. И, к примеру, я думаю, что мне бы не подошел пилатес, но кто его знает, да? Вот ты какой человек по характеру, и как ты думаешь? Ты знаешь, я давно знаю, что ты не любишь пилатес, но здесь есть особый вид пилатеса, это пилатес-реформер. Мне очень хочется, чтобы ты попробовала. Да, это новый вид тренировки, это целая концепция, это культура, и работают где не только мышцы, но и внутренние органы. То есть это очень полезная тренировка. И я тебя приглашаю попробовать. Обязательно попробуем, и это вы можете увидеть на канале у Юли. Ну, а мне кажется, что, опять же, нужно пробовать все. И даже я помню, на своем канале снимала тренировку а-ля пилатес, но это не было пилатесом, потому что я, опять же, энергичный человек, и пилатес у меня в ускоренном виде получался, и там, ну, в общем, очень весело было. Так что мы обязательно с тобой попробуем пилатес-реформер. И мне хочется спросить у тебя по поводу твоего питания. Как ты питаешься? Может быть, что-то новое ты мне расскажешь или я тебе посоветую? А для меня очень важно питание, и то, что я употребляю, это обязательно должна быть полезная, правильная пища, потому что мы то, да, что мы едим. Ты знаешь, я сейчас только вернулась из фитнес-тура, я была в Австрии, в очень известной хорошей клинике, которая предполагает, что питание нужно выстраивать согласно уровню pH, уровню кислотно-щелочного баланса в организме. То есть глубоко прям подходит. Да, это прямо уникальный глубокий подход. И что значит кислотно-щелочной баланс? Это значит правильно подобрать себе те продукты, которые подходят твоему организму. И в первую очередь мне сделали такой тест, называется кинезиологический тест. То есть, да, это сложное название, но это очень правильно, я считаю, потому что переносимость продуктов ты должен понимать, да, что тебе подходит, что не подходит. Это я 300 раз говорю на своем канале, потому что есть какие-то правила, кто-то прописал там правила правильного питания и так далее. Но эти правила, они шаблонные, то есть для каждого человека свои какие-то нюансы, свои продукты, что-то кто-то не ест, допустим, кто-то наоборот любит что-то особенное, поэтому очень важно вот индивидуально, опять же. И что они тебе насоветовали? Ты знаешь, они мне, в общем, меня положили на какой-то непонятный стол и начали сыпать разные какие-то специи или что это, да, и смотреть, пытались замариновать, ну, в общем, они пытались посмотреть, как мой организм реагирует на тот или иной вкус. Это значит, что да, и это очень интересно, и это правильно, и
только сейчас я поняла, насколько важно, вот как ты говоришь, да, индивидуально для себя подбирать питание. Про систему Майер, про это целый ролик нужно снимать, это я отдельно расскажу. Но какие я сделала для себя выводы? Первое — это вода, да, то есть обязательно Да. надо пить не меньше 1,5 литра воды в день. Вот ты как к этому относишься? Я более чем положительно к этому отношусь. Я, на самом деле, если быть уж точно честной, очень мало воды пью. И в основном многие думают так: чай, кофе, там еще какие-то напитки, то есть это совершенно не вода. Вода — это чистая вода, даже не с-под крана, а вот я даже не знаю, каким образом нужно очистить воду, чтобы она действительно была полезна для вашего организма, потому что я не знаю, какая в Москве здесь вода, но очень сильно я почувствовала, сколько я здесь уже живу, что на зубы, на кожу это очень сильно влияет, и вот нужно где-то ее найти. Да, да, ну я тоже тебе потом расскажу отдельные рекомендации, Да, как очень выбрать хочу. правильную воду. Но почему, да, они так делают акцент на воду? Потому что вода имеет нейтральный уровень pH. И в нашем организме тоже pH нейтральный. И очень важно, чтобы баланс в организме именно нейтрального pH поддерживался. Тогда у нас будет и здоровье, и силы, и энергия, и Да, все. А если мы окисляем организм, либо наоборот защелачиваем, то отсюда и проблемы со здоровьем. То есть, опять же, да, очень важно изучить этот вопрос и понять, что нужно употреблять именно тебе для твоего организма. Но в первую очередь я тебе советую сделать тест, который покажет тебе минеральный состав твоего тела. Какой-то состав более глубокий, конечно, мне хотелось бы знать, тем более вот сколько я уже занимаюсь спортом, правильно питаюсь, и хотелось бы хотя бы знать, на правильном ли я пути, и чего недостаточно, или наоборот какой-то переизбыток чего-то есть. Да. Поэтому, естественно, это Давай очень как-нибудь интересно. вместе сделаем тест. Я Это думаю, делается в да, любой интересно. лаборатории инвитро. То есть там смотрят минеральный состав, да, твоего организма, баланс вообще всех микроэлементов и также уровень pH. И согласно этому я уже даже научилась, я тебе смогу правильно рассказать, что больше кушать, да, чего Да, меньше, да. чтобы баланс поддерживать, чтобы всегда быть здоровой, красивой, счастливой. Я знаю, что мне покажет этот аппарат. Кушать меньше сметаны. Вот сметана — это все. Скажет человек, сметана состоит полностью из сметаны. А что по поводу тебе вот продуктов сказали? Вода — это понятно, а вот продукты что? Да, ты знаешь, у меня посмотрели, оказывается, есть непереносимость на лактозу. То есть лактоза, она содержится в молочных продуктах, в йогурте, в твороге. И оказывается, что у 60% населения в наше время непереносимость лактозы, потому что это как животный белок считается, да, и лучше заменять соей. То есть есть соевое молоко, соевые продукты, и вот мне посоветовали именно такое. Еще мне посоветовали какой-то вот пить такой протеиновый коктейль, но опять же, видишь, он лактоз-фри, то есть без лактозы и глютен-фри, без глютена. То есть сейчас тут в Европе такая модная концепция, сейчас вообще это прям популярно. избегать лактозы и глютен. И вообще мне, на самом деле, очень много всяких добавок Ну, посоветовали. главное, нет, Да. ты попробуй, конечно, но чувствуй, вот как они влияют на тебя. Хорошо тебе от этого, плохо или вообще никак. То есть все может быть. И, кстати, вот эта тема с лактозой, я как-то тоже ее затронула в своем канале, и многие, опять же, это воспринимают как правило, что нельзя. Ну, опять же, тебе Это сказали, все что индивидуально, конечно. вдруг попробуй, да, и вот на вечер, допустим, не ешь что-то молочное, потому что там отечность и так далее, да. То есть можно это все кушать в меру и чувствуйте, вот как влияет это на Но вас. лучше я, конечно, бы посоветовала, да, чтобы каждый делал тест, сдавал анализы и уже, исходя из консультации, совета доктора, принимал для себя решение. Особенно если вот действительно большой вес какой-то лишний или проблемы со здоровьем, и не нужно там слепо следовать каким-то диетам а-ля Лариса Долина и так далее, просто вот нужно сначала делать какой-то анализ, а потом уже под пристальным вниманием врачей что-то делать Да. дальше. Танечка, я тебя хочу спросить еще Давай. о такой важной вещи. Вот сейчас на рынке очень много разных Да. батончиков. Я их очень люблю. Сладости, вкусности, да. Потом есть L-карнитин, аминокислоты. Но это уже более такая спортивная тема. Это не добавки какие-то микроэлементы, а это Да. именно то, что имеет отношение к тебе. Посоветуй, пожалуйста, вот когда нужно пить L-карнитин, когда нужно пить аминокислоты. Как ты к этому На относишься? самом деле, если быть честной, опять же, сейчас очень-очень много разного выбора, его будет еще больше и больше в
плане спортивного питания. Добавки это одно, а спортивное питание это совершенно другое. И чем больше спорт становится моден, естественно, тем больше разных конкурирующих каких-то фирм. Некоторые из них не очень такие честные перед покупателями, делаются там, допустим, пишется одно, в итоге совсем другое. Ну, к примеру, да, я не говорю там в каких-то фирмах. Просто что-то действительно хорошее может облегчить вам ваше питание. Допустим, вот те же батончики, это может быть как перекус. Допустим, вы не добежали до дома, вот у вас прямо вот сейчас как должен энергетический быть, баланс, да, вот прямо восстановить. сейчас у вас должен быть перекус, чтобы там мышцы не сгорели, да, и там пошло нормальные процессы. Вы можете перекусить, но опять же читайте все эти упаковки, потому что там вот эти сахарозаменители, подсластители, ароматизаторы, это все, естественно, в минус идет этому супер-мега батончику, да. И главное, чтобы это было как можно более натуральным, а лучше всего это все делать самим. Сами стали, намешали творог, орехи, овсянка. Да. Вот вам этот батончик. Вот я уже делала, кстати, рецепт на своем канале. Я, кстати, у тебя видела сырники, ты делала в духовке. Да. Скомкала ее, этот сырник, Органические сырники, они без масла, без всего. Это самый лучший протеин. Сделала, допустим, как батончик, его в пленку, в холодильник, вот тебе батончик. Да. Можешь, если хочешь, налепить себе какую-то упаковочку на него, если будет. Это самый лучший вариант. Но это все же L-карнитин, да, я знаю, что он обладает таким жиросжигающим действием. Да. Вот как ты считаешь, это правда и можно ли это употреблять? Это бустер, который просто в какой-то момент он оказывает какое-то действие, но только если вы правильно питаетесь, тренируетесь регулярно, это у вас все, соблюдаете какой-то дефицит калорий и употребляете его перед, после тренировки, в общем, там в зависимости от формы выпуска, чем он там, допустим, это вот жидкий карнитин, да, есть таблетированный, то есть таблетированный, естественно, будет дольше действовать, поэтому где-то за час до тренировки. Но L-карнитин нужен только тем, кому действительно там нужно похудеть к какому-то, допустим, конкурсу, опять же, бикини. Ну, то есть это действительно серьезная добавка. Люди, у которых большой лишний вес, я считаю, что это совершенно не нужно. Можно просто питаться правильно, делать себе дефицит калорий, добавлять кардио и не жалеть себя, это точно. То есть не думайте, что какая-то добавка без спорта или без питания правильного сделает вас худыми и стройными. Это ничего не работает без базы, которая должна быть. Поэтому L-карнитин, честно, я вообще не пью, он мне не нужен, я справляюсь с тренировками и питанием. Кому нужно, опять же, короткое время можно его пропить, но потом должен быть плавный отход, потому что если мы вдруг перестаем пить L-карнитин, ваш организм перестал его вырабатывать, да, и, естественно, мы опять наворачиваем то, что мы потеряли, да. БЦА, насчет БЦА, это тоже такая вот добавка, которая, в принципе, может быть, имеет место быть в вашем питании, но опять же это все для тех, кто вот настолько серьезно подходит к тренировкам, которые там, может быть, профессионально занимаются. Можно, да, с протеиновыми коктейлями смешивать сразу все перед тренировкой, во время тренировки, после нее, чтобы мышцы быстрее, да, там крепли, чтобы сила была лучше, процесс жиросжигания, может быть, лучше шел. Но, честно, вот в спортивном питании я не вижу какого-то смысла для тех, кто занимается себе в удовольствие, в первую очередь. Да, а если уже хотим нарастить мышцы или что-то, да, какие-то формы, то это уже другая концепция. На самом деле концепция. Сейчас начинаю переосмысливать вообще свои тренировки и питание и начинаю приходить к такому мнению, что это должно быть в удовольствие в первую очередь. Здоровье, удовольствие, здоровье, удовольствие. Вот эти два главных правила, это самое главное для меня. А вот эти загоны, да, людей, которые там считают постоянно калории, там, не знаю, думают, так, сколько мне выпить, 5 миллилитров или больше, или меньше, вот эти вот весы. Это там, можно просто угробить свой организм. можно чокнуться, во-первых, и это в какой-то момент надоест. Это надоест, и это станет, я не знаю, не в радость уж точно. Так что, это лично мое мнение. Мне кажется, ты абсолютно права, да, и все-таки в первую очередь, если мы хотим быть здоровыми, хотим правильно подобрать питание, минералы, добавки, нужно сделать blood-тест, то есть это анализ крови, делается в любой клинике, и уже по результатам анализа либо нам пишите, мы вам посоветуем, либо у доктора спросите, какие добавки, микроэлементы, какие продукты употреблять. Это очень важно, чтобы вы индивидуально для себя подобрали
план питания Да. и план тренировок уже исходя из удовольствия, как ты Да, говоришь, да, Танечка. это верно. Что ты скажешь по поводу пилатеса? Все-таки мне интересно, конечно, разные виды фитнеса попробовать, но вот пилатес реформер, да, вот это что-то вообще новое. Расскажи, и мы пойдем с тобой попробуем это все. Знаешь, Тань, я более чем 10 лет уже занимаюсь йогой, и для меня йога это больше все-таки медитации, духовные практики, но мне не хватает развития в себе гибкости, да, какой-то О, да. вытянутости. Вот если тренажерный зал, мы говорим, Да. да, он может забить мышцы, и Да. наоборот наша гибкость пропадает, а все-таки хочется всегда быть красивой, женственной, уметь гнуться, преподнести себя, чтобы у тебя была красивая, правильная осанка, да, Это сидишь такой, как медведь такой, ты и сидишь. ты Сразу видно ты человека, который роскошная, но пилатес, он и занимается, дает, да. понимаешь, эту Да, вытяжку, да, это он верно. тебе позволит расправить плечи, вытянуть осанку, и вот это то, что приносит удовольствие. Мне очень нравится делать растяжки в воздухе, то есть пилатес реформера, он дает возможность чувствовать себя гимнасткой, даже если ты Да. не умеешь О, это это делать, будет весело. это очень легко научиться. Пойдем попробуем, я Да. тебе покажу, расскажу, и самое главное, ты после тренировки почувствуешь такую легкость и Я ощущение надеюсь. полета. Я Это на надеюсь. самом деле очень интересно, классно, и тем более сегодня специально для тебя нам будет преподавать элитный тренер О. Юлия, да. Это хорошо. Я думаю, тебе понравится. Специалисты Пойдем всё позанимаемся. слушают. Да. Так что, ребят, если вам интересно посмотреть, как я занимаюсь пилатесом реформером, и немножко, может быть, посмеяться, посмотреть, какая я неуклюжая, так что обязательно заходите на канал к Юлечке. Ну, а мы пошли заниматься. Спасибо тебе, что пообщалась со мной. Я надеюсь, что мои зрители что-то новое услышали, что-то новое узнали, да и познакомились с тобой. Спасибо тебе. Спасибо, Таня. Все, пока, ребят! Пока.